Еще свежи чеченские раны. Еще слышно раскатистое эхо страшной войны. Страдания, выпавшие на долю жителей Грозного, просто не поддаются описанию. В течение нескольких месяцев уничтожено буквально все, что создавалось и сохранялось поколениями. И, естественно, в особой заботе нуждаются сейчас простые граждане, ставшие основной жертвой политических интриг. Как часто мы слышим о добре и благотворительности, но вспомним, так же ли часто мы встречаем реально протянутую руку помощи. И в это тяжелое время мы обнаружили столовую, где каждого нуждающегося накормят бесплатным горячим обедом, согреют улыбкой и добрым словом, так необходимым сейчас тем, на чью долю выпало остаться без дома, без каких-либо средств к существованию, кому-то без семьи. Организатором этой совершенно бескорыстной помощи оказалось Общество сознания Кришны, уже известное в нашей стране своей благотворительностью. Программа «Харе Кришна. Пища жизни» проводится во многих городах, и здесь на Назрани бесплатно питается ежедневно 500-600 человек. Людей кормят божественной пищей, причем приготавливают это великолепно, чисто, аккуратно. Такие добрые, милые, ласковые люди, которые помогают таким бедным и несчастным, как мы. Мы будем помнить их доброту всю жизнь, и за них молиться Бога. Беженцев, всех маленьких детей, всех коллегов, день, два, три раза кормит бесплатно и делает большое хорошее дело. Я не знаю, как их благодарить, даже не знаю, как это все выразить. Дай Аллах самые лучшие, добрые дела этим ребятам, чтобы их семьи, чтобы их родители, сами большое счастье, чтобы было. Этих ребят помнят в Спитаке и Ленинакане. А в Сухуми уже на протяжении 2 лет не прекращается самоотверженная работа. Каждый день, невзирая на все трудности, в одно и то же время молодые энтузиасты развозят горячую пищу по нескольким точкам города, где их ждут сотни сухумцев, среди которых русские, грузины, украинцы. Все они сейчас объединены общей бедой. И никого здесь уже не пугает яркая одежда и незнакомая атрибутика преданных Кришны, последователей одной из ветвей индуизма, древнейшей мировой религии. Мы готовы ради отдать за эту веру свою жизнь, потому что она, оказывается, спасла народа душу жизни, нам, старикам, молодым, невзирая национальность. Им все равно. Очень-очень благодарны, бесконечно благодарны. Мы бы, наверное, живы не были бы, если бы не Кришна. Нас Господь Харе Кришна во время тяжелой минуты, Он нас всегда спасал. Люди неустанно работали, Харе Кришна, бесстрастные они. Все лица их нас оживляли. Спасибо, Харе Кришне, спасибо, что нам дали выжить, что мы не умерли с голоду. Эти ребята, рискуя своей жизнью, в погоду, непогоду, под обстрелами снарядов везли горячую пищу здесь, а мы находились, никакого отопления, ни света, ни воды, ничего не было. Они единственные, кто нам помогали. Не было ни дров, ни питания, ни воды. Мы боролись за жизнь. И нас спасла Харе Кришна. Велика благодарность этих людей. И самое ценное то, что для них забота этих ребят – редчайший, удивительный пример преданности своим идеалам, деятельности на благо других во имя Бога, не требуя взамен чего-либо. И для отчаявшихся людей, в особенности людей старшего поколения, обычно сетующих на непутевую молодежь, именно бескорыстие, вера и сила духа, исходящие от этих парней, оказались не менее, а возможно даже более важной поддержкой. Жаль, что лишь в трудные времена мы задумываемся об истинных ценностях. Такова уж природа человеческая. И большое спасибо последователям сознания Кришны за то, что они дают нам эту возможность, совершая свой каждодневный духовный подвиг. Чечня.
В Грозном еще не утихает грозное эхо войны. Кругом царит разруха и голод. Страдания людей просто не поддаются описанию. В течение нескольких месяцев уничтожено буквально все, что создавалось и сохранялось поколениями. И, естественно, в особой заботе нуждаются сейчас простые граждане, ставшие основной жертвой политических интриг. Как часто мы слышим о добре и благотворительности, но вспомним, также ли часто мы встречаем реально протянутую руку помощи. Как гласит народная мудрость, друг познается в беде. И в это тяжелое время мы случайно обнаружили столовую, где каждого нуждающегося накормят бесплатным горячим обедом. А как известно, в Назрани количество беженцев исчисляется тысячами. Организатором этой программы оказалось Общество сознания Кришны, уже достаточно известное в нашей стране своей благотворительностью. На счету программы Харе Кришна «Пища для жизни» много добрых дел. Порой это единственная организация, оказывающая подобного рода помощь. Особенно ее помнят пострадавшие после землетрясения в Армении и в Сухумских событиях. Тогда от голодной смерти было спасено множество детей, женщин и стариков. А в настоящее время, кроме упомянутой Назрани, пункты раздачи бесплатной пищи расположены в Грозненской городской больнице, а также в новой горячей точке с адресом Дагестан, Хасавюрта. Но мало кто знает о философско-религиозной основе этой организации, о ведическом знании, уходящем в глубину тысячелетий. Само слово «ведать», оставшееся в русском языке от древнего санскрита, означает «знать». Вспомним: поведать, ведущий, сведения. И веды, эти удивительные знания о мироздании, были в основе арийской цивилизации, существовавшей и на территории нашей страны. Благодаря последним открытиям в области археологии и лингвистики существует множество тому свидетельств. К примеру, в былинах и других сказаниях некоторых славянских племен встречается упоминание о поклонении Кришне и Вышиню, что в других ведических писаниях, сохранившихся в Индии, соответствует именам Кришны и Вишну. Также удивительно совпадает глубинный смысл обрядов волхвов, славянских священнослужителей, и древнеиндийских браманов. Но неумолимое время распорядилось по-своему, и ведическое знание было практически утеряно на территории Руси, но сохранено в Индии в виде индуизма, одной из 4 крупнейших мировых религий, количество последователей которой исчисляется сотнями миллионов людей. Здесь Веды – общепризнанный источник фундаментальных знаний во всех областях жизни, составляющий десятки тысяч томов книг. Из них Бхагавад-гита, песнь Бога, произнесенная самим Господом Кришной, является самой популярной книгой в Индии. И по всей территории этой страны, от севера до юга, имеется невообразимое множество храмов, возведенных для поклонения Кришне. Регулярно устраиваются крупные празднества, собирающие подчас более 1 миллиона людей. И вряд ли где-то еще можно увидеть такое единодушие верующих. Но, несмотря на традиционное исследование ведической религии, Индия очень либеральная страна, и здесь также представлены другие религиозные системы. В нашей стране Общество сознания Кришны появилось в 1973 году, но было официально зарегистрировано лишь в 1988. Сейчас по стране открыто более 200 центров, так что Россия тоже вполне либеральна. И наряду с христианами, мусульманами и буддистами мирно сосуществует еще одна мировая религия – индуизм, которую представляет Общество сознания Кришны.